Всем привет! Сегодня мы в Дананге. Сейчас мы собираемся посетить полуостров Сонтра, который знаменит большой статуей Леди Будды, а также его еще называют остров обезьян. Отъезжаем от пляжа и сначала едем вдоль береговой линии. С одной стороны море, с другой набережные, отели, кафешки. Обычная курортная жизнь, немного города, немного суеты. Все как ожидаешь от Дананга. А потом это все начинает постепенно заканчиваться. Дома редеют, людей становится меньше, и дорога как будто сама уводит тебя дальше. И вот незаметно начинается подъем на полуостров Сонтра. Асфальт тот же, но вокруг уже совсем другая картинка. Плотная зелень, повороты, тишина. С одной стороны джунгли, с другой все то же море, только теперь оно где-то внизу и выглядит уже совсем иначе. И в такой момент ловишь себя на мысли, что самое интересное здесь – это даже не куда ты едешь, а вот этот переход из города в природу буквально за несколько минут. На территории Линьюн-Пагода есть карта комплекса. Можно остановиться, посмотреть, прикинуть маршрут. Но вот здесь начинается классика. Стоишь, смотришь, вроде все понятно. А куда идти, все равно решаешь уже по ходу. Хотя, если честно, такие места лучше просто проходить интуитивно. Считается, что богиня Куанам покровительствует морякам. Ее статуя стоит лицом к морю. Логично, учитывая, сколько здесь рыбацких лодок и вообще вся жизнь завязана на побережье. Место, конечно, сделано с расчетом на туристов. Аккуратные дорожки, деревья подстрижены, как бонсай. Все очень ухожено. При этом нет ощущения перегруза, наоборот, довольно спокойно. И главное здесь это вид. С площадки открывается весь Дананг, линия пляжа, город, море. Можно просто ходить по периметру, смотреть по сторонам и в какой-то момент понимаешь, что задержался здесь дольше, чем планировал. Вообще это классическая история. Приезжаешь просто посмотреть, а в итоге спокойно проводишь здесь почти весь день, потому что отсюда не хочется уходить. Погода чудесная, место невероятное, просто потрясающие виды на море, на город, вокруг джунгли. Обезьян пока не видели, но повсюду тут таблички о том, что нельзя к ним подходить, нельзя их подкармливать. Есть много информации о том, что обезьяны здесь привыкшие к тому, что туристы их подкармливают, поэтому ведут себя немного агрессивно. Будем стараться держать дистанцию. Территория Линьюн-Пагода довольно большая, и здесь много таких небольших уголков, куда просто заходишь по пути. Аккуратно подстриженные деревья, статуи, цветы – все расставлено так, что хочется просто идти дальше и смотреть. Сейчас мы находимся на площади перед главным храмом. На этой площади расположено 18 статуй, вырезанных из цельного белого камня. Это статуи архатов. Архаты в древнем буддизме – это мастера, достигшие высшего духовного развития. Каждая из этих статуй олицетворяет различные чувства – гнев, радость, любовь. Считается, что эти статуи охраняют храм, а также наставляют людей на верный путь.
Сейчас мы уже внутри храма, и здесь атмосфера совсем меняется, становится тише, спокойнее, и все внимание переключается на главное. Внутри находятся 3 статуи Будды. Шакьямуни, исторический Будда, тот, с кого все началось, олицетворяет настоящее. Амитабха, Будда бесконечного света, символ спокойствия и сострадания, олицетворяет прошлое. Майтрея, Будда будущего, который по верованиям еще придет. Они стоят рядом, но воспринимаются по-разному. По краям также расположены статуи Бодхисаттв. Мы находимся в саду оленей. Центральная фигура в ней – это Будда Шакьямуни, окруженная оленями, потому что первыми его слушателями после просветления были олени и 5 учеников, которые расположены также в этом саду. Именно эта точка считается началом распространения буддийского учения. После сада дорога ведет дальше по территории и постепенно выводит к 9-ярусной пагоде. Перед ней большая статуя лежащего Будды. Это образ его ухода в нирвану, момента, когда он завершает земной путь. Такие изображения часто встречаются в буддийских храмах. Сама пагода состоит из 9 уровней, и каждый из них символизирует путь и постепенное движение вверх. Если вам откликнулось это место, буду рада, если поддержите видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся в следующем путешествии.